Добрый день. Я хочу арендовать машину. Здравствуйте. Конечно, чем могу помочь? Какие условия аренды у вас? У нас простые условия. Вам нужен паспорт и права. А какая страховка входит в аренду? Включена базовая страховка от ущерба и угона. Можно сделать дополнительную страховку. Да, есть полная страховка, стоит 500 рублей в день. Понятно. А нужна ли залоговая сумма? Да, депозит 10 тысяч рублей. Вернем при возврате машины. Депозит можно оставить наличными? Нет, только блокировка на карте. Спасибо. А что с топливом? Машина выдается с полным баком. Надо вернуть также с полным. А если возвращу с неполным баком? Мы удержим стоимость недостающего топлива. Сколько километров можно проехать? В аренде включено 300 километров в день. А если я проеду больше? Каждый дополнительный километр — 10 рублей. Можно добавить второго водителя. Да, второй водитель — 300 рублей в день. Нужно ли быть старше 21 года? Да, минимальный возраст 21 год и 2 года стажа. Я слышала, в России часто арендуют «Лада». Да, это недорогая и надежная машина. Можно выбрать другую марку. Конечно. Есть Volkswagen, Kia и другие. Когда нужно вернуть машину? Возвращать нужно не позднее 18 часов в день окончания аренды. А если я опоздаю? За опоздание взимается дополнительная оплата. Есть ли ограничения для поездок за границу? Да, нужна специальная страховка для выезда за границу. Спасибо за информацию. Все понятно. Пожалуйста, если есть вопросы, спрашивайте. Привет, Игорь! Как твой новый зоопарк? Привет, Оля. Мне очень нравится здесь работать. Это здорово. Ты давно начал? Я работаю здесь уже 2 недели. Что ты делаешь каждый день? Я кормлю животных и убираю вольеры. Иногда я помогаю ветеринару. Ты уже подружился с животными? Да, особенно с обезьяной по имени Макс. Макс? Он забавный? Очень. Он любит играть с мячом. Какие еще животные есть в зоопарке? Здесь есть львы, жирафы и даже пингвины. Пингвины? Я думала, они живут только в Антарктиде. В дикой природе — да, но в зоопарках они тоже есть. Какая твоя любимая часть работы? Мне нравится рассказывать гостям о животных. Детям особенно интересно слушать о тиграх. А сложно ухаживать за тиграми? Немного. Нужно быть очень осторожным и внимательным. Я раньше думала, что зоопарк —
это только для детей? Нет, взрослым тоже интересно. К примеру, мы иногда проводим экскурсии для студентов. Ты когда-нибудь ночевал в зоопарке? Нет, но мои коллеги иногда остаются ночью на работе. Интересно. У вас есть редкие животные? Да, у нас есть амурский леопард. Амурский леопард? Он из России? Да, он живет на Дальнем Востоке. Их очень мало. Я хотела бы увидеть его. Приходи в выходные, я покажу тебе всех животных. Спасибо, Игорь. С удовольствием приду. Буду ждать тебя, Оля. До встречи. Здравствуйте. У меня сильный насморк и кашель. Добрый день. Вас зовут? Я Анна. Можете посоветовать лекарства от простуды? Да, конечно, Анна. Температура у вас есть? Небольшая, около 37,5. Чувствую усталость. Понятно. Покажу вам таблетки от простуды. Они помогают при насморке и боли в горле. Какие у них побочные эффекты? Могут быть сонливость, сухость во рту. А можно принимать, если я пью витамины? Да, взаимодействия с витаминами нет. Какой должна быть дозировка для взрослого? 1 таблетка 3 раза в день после еды. Сколько дней принимать это лекарство? Обычно 5-7 дней, пока симптомы не пройдут. Есть ли у вас аналог подешевле? Да, есть дженерик. Он стоит дешевле. Это тоже эффективное лекарство? Да, он по составу такой же, просто без бренда. Государство возвращает деньги за это лекарство? Частично, если есть рецепт от врача. Я могу получить рецепт здесь у вас? К сожалению, рецепты выписывает только врач. Спасибо. Есть сироп или капли вместо таблеток? Да, есть сироп для взрослых и детей. Сироп тоже помогает от насморка и кашля? Да, у сиропа мягкое действие на горло. Можно пить сироп и таблетки вместе? Лучше выбрать что-то одно, чтобы не было передозировки. А если аллергия на аспирин, что мне делать? Сообщайте всегда про аллергию. Я подберу безопасное. Спасибо за заботу. У вас уютная аптека. Спасибо, Анна. Мы стараемся для здоровья людей. Я выберу дженерик. Можно оплатить картой? Конечно. Картой и наличными. Выздоравливайте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Анна Иванова. Очень приятно, Анна. Я Алексей Петров. Очень рада с вами познакомиться. Анна, расскажите, почему вы выбрали нашу компанию? Ваша компания известна хорошей репутацией. Мне интересно работать в команде профессионалов. Спасибо.
Где вы раньше работали? Я работала в офисе в Самаре, занималась продажами. А сколько лет у вас опыт работы? У меня 3 года опыта. Я быстро обучаюсь новому. Хорошо. Какие ваши сильные стороны? Я ответственная, пунктуальная и легко нахожу общий язык. Вы говорите по-английски или по другому иностранному языку? Да, я говорю по-английски на среднем уровне. Отлично. У нас есть иностранные клиенты. Расскажите о своем образовании. Я закончила Московский государственный университет. Моя специальность — экономика. Почему вам интересна именно эта должность? Мне нравится работать с людьми и решать задачи. Что для вас важно на работе? Меня мотивирует дружный коллектив и развитие. Знаете ли вы, что в России пятница — короткий день? Да, я слышала об этом. Это очень удобно. Как вы справляетесь со стрессом? Стараюсь планировать день и заниматься спортом. Есть ли у вас вопросы ко мне? Да, расскажите, пожалуйста, о команде. У нас дружный коллектив, молодые специалисты. Здорово. Спасибо за информацию. Спасибо вам, Анна. Мы свяжемся с вами позже. Здравствуйте. Мне нужен букет, пожалуйста. Здравствуйте. Для какого случая вы хотите букет? Это подарок маме на день рождения. Очень красиво. А какой у вас бюджет? Я думаю, около 2000 рублей. Хорошо. Есть любимые цветы у вашей мамы? Она любит тюльпаны и пионы. Сейчас сезон тюльпанов. Это отличная идея. А пионы сейчас есть? Пионы только появляются. Их мало, и они дороже. Тогда лучше больше тюльпанов. Хорошо. Хотите добавить зелень или ромашки? Да, пожалуйста. Немного зелени будет красиво. Какой цвет букета вы предпочитаете? Яркий или пастель? Лучше пастельные тона. Маме так больше нравится. Отлично. Выберу светло-розовые и белые тюльпаны. Спасибо. Как долго такой букет простоит свежим? Тюльпаны обычно стоят 5-7 дней. Советую менять воду каждый день. Спасибо. Я передам это маме. Я поеду домой на метро. Букет не испортится? Нет, только держите его в тени и не жмите. Я заверну букет в бумагу. Так ему будет удобнее. Замечательно. В Питере часто дарят цветы на праздник? Да, особенно весной. Цветы — это часть культуры. В Москве тоже часто вижу, люди дарят букеты. В России принято дарить нечетное количество цветов. О, интересно. Возьмите, пожалуйста, 2000 рублей. Спасибо. Сейчас соберу для вас красивый букет.
Хотите открытку к букету? У нас есть разные варианты. Да, спасибо. Можно с надписью «С днем рождения»? Конечно, подпишу открытку для вашей мамы. Спасибо большое за помощь и советы. Обращайтесь. Хорошего праздника и отличного дня. Здравствуйте. Я могу поговорить с механиком? Здравствуйте. Да, я механик. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Меня зовут Мария. У меня проблема с машиной. Появился странный шум. Где именно вы слышите этот звук? Кажется, спереди, когда я еду медленно. Шум постоянный или появляется иногда? Он появляется, когда я поворачиваю направо. Обычно это связано с рулевым механизмом. Когда вы заметили этот шум впервые? Вчера вечером, когда возвращалась домой. Может быть, что-то опасное. Возможно, это не опасно, но лучше проверить. Сколько будет стоить диагностика? Диагностика стоит 2000 рублей. А ремонт может быть дорогим? Зависит от поломки, но обычно не очень дорого. Сколько времени займет ремонт? Диагностика занимает 30 минут. Ремонт — 1-2 дня. Есть ли у вас гарантия на работу? Да, у нас гарантия 6 месяцев на все работы. Спасибо. Это очень хорошо. Могу ли я рассчитывать на машину на прокат? Да, у нас есть автомобиль для клиентов. Это бесплатно или нужно платить? Для клиентов сервиса «Авто» бесплатно на время ремонта. Прекрасно. Я работаю в центре, мне это важно. Многие москвичи берут автомобиль на прокат во время ремонта. Москва — большой город. Все далеко. Да, вы правы. Без машины тяжело. Когда можно привезти машину? Сегодня во второй половине дня будет свободно. Спасибо. Я приеду в 3 часа. Буду ждать вас, Мария. Приятного дня. Спасибо, Алексей. До встречи. Здравствуйте. Куда вы едете? Здравствуйте. Мне нужно доехать до Новгорода. Отлично. Мне тоже по пути в Новгород. Спасибо, что остановились. Это очень приятно. Не за что. Часто путешествуете автостопом? Нет, это мой второй раз. Обычно езжу на поезде. Поезд — хороший транспорт. Мне лично нравится дорога. Да, на машине можно остановиться где хочешь. Правда. Как вас зовут? Меня зовут Анна. А вас? Я Олег. Приятно познакомиться. Взаимно, Олег. Вы часто берете попутчиков? Иногда. Люблю знакомиться с новыми людьми. Интересно слушать чужие истории. Я согласна. А чем вы увлекаетесь в свободное время? Я люблю рыбалку и читать книги.
Рыбалка? Я никогда не пробовала. В России много рек. Можно поймать щуку или карася. Это интересно. А что вы обычно читаете? Больше всего русскую классику. Например, Толстого. Я читала Анну Каренину. Очень трогательная книга. Согласен. Очень сильное произведение. А у вас есть семья? Да, у меня жена и 2 детей. А у вас? Я живу одна, но часто навещаю родителей в Пскове. Псков — красивый город. Я был там весной. Правда? Весной там очень красиво. Да, особенно когда цветут яблони. Вы любите путешествовать по России? Да, каждое лето стараюсь поехать куда-нибудь. Я тоже мечтаю видеть Байкал. Это замечательное место. Вода очень чистая. Я обязательно туда съезжу. Однажды. Желаю вам отличного путешествия, Анна. Здравствуйте. Мне нужен новый ноутбук. Здравствуйте. Конечно, я могу помочь. Для чего вам ноутбук? Я хочу использовать его для работы и учебы. Вам нужна высокая производительность. Да, чтобы открывать много программ и вкладок. Понятно. Какой у вас бюджет? До 60 тысяч рублей было бы хорошо. У нас есть хорошие модели в этом диапазоне. А насколько долго работает батарея? Обычно 7-10 часов без подзарядки. Это важно для меня. Я часто работаю вне дома. Я понимаю. Вам нужна большая память? Да, я храню много документов и фотографий. Сколько гигабайт памяти вам нужно? Наверное, не меньше 512 гигабайт. Есть ноутбуки с SSD на 512 гигабайтов и даже 1 терабайт. Большое спасибо. А сколько оперативной памяти? Советую не меньше 8 гигабайт для работы. Отлично. А как насчет гарантии? Мы даем стандартную гарантию на 2 года. Можно ли продлить гарантию? Да, можно продлить до 3 лет за доплату. Это хорошо. А если ноутбук сломается? У нас есть сервисный центр прямо в Москве. Я живу в Москве. Это очень удобно. Мы ремонтируем технику быстро, за 3-5 дней. Спасибо. Это важно. А ноутбуки легко чинятся? Многие современные модели очень удобны для ремонта. Я слышал, что в России любят отечественные бренды. Да, например, ноутбуки Irbis или Digma популярны. О, интересно. А какие есть иностранные бренды? У нас есть Lenovo, Asus, HP, Apple и другие. Спасибо за помощь.
Я могу посмотреть модели сейчас? Конечно. Вот витрина с самыми популярными моделями. Привет, Оля! Посмотри, кого я сегодня нашел. Ой, какой красивый кот! Где ты его нашел? Я увидел его на дороге, когда шел домой с работы. Бедняжка. Он выглядел голодным? Да, он был очень худой. Я дал ему немного колбасы. Ты молодец. Он такой ласковый. Ты знаешь, чей он? Нет, у него нет ошейника, и я не видел хозяина рядом. Может быть, это бездомный кот. В Москве их много. Я как раз думаю, оставить ли его себе или отдать в приют. У тебя дома есть место для кота? В принципе, да. Но я часто работаю допоздна. Коты хорошо переносят одиночество. Особенно взрослые. Ты думаешь, ему понравится жить у меня? Если ты его будешь кормить и играть с ним, конечно. Я никогда раньше не держал кота дома. Это легко. Главное, не забывать менять воду и корм. И еще не забудь про лоток для туалета. Хороший совет, спасибо. А если вдруг у меня не получится? Тогда всегда можно обратиться в кошачий приют, спа. В России их называют еще кошкины дома. Я слышал, что в приютах много животных. Да, особенно зимой люди находят больше уличных котов. Может быть, я сначала попробую оставить его на неделю? Хорошая идея. Ты быстро поймешь, подходит ли тебе кот. Он кажется умным. Смотри, как внимательно слушает нас. У котов хорошая интуиция. Есть даже выражение «как кошка чувствует». Я уже к нему привязался за этот час. Похоже, он тоже тебя полюбил. Как думаешь, стоит ему придумать имя? Конечно. Например, Барсик — популярное имя в России. Барсик ему подходит. Спасибо, Оля, за совет. Пусть этот кот принесет тебе удачу и радость. Я надеюсь. Давай вместе посмотрим, как он устроится у меня. Андрей, ты помнишь, как мы приезжали к бабушке в Тулу? Конечно, Катя. Я всегда ждал этих поездок. В детстве у бабушки был большой сад. Там росли яблони. Да, и мы вместе собирали яблоки каждое лето. Я больше всего любила бабушкины пироги с яблоками. Пироги были очень вкусные. И еще варенье. Бабушка всегда давала нам чай с малиновым вареньем. И рассказывала интересные истории о своей молодости. Я до сих пор помню ее голос и смех. А помнишь, как мы прятались за ее большим креслом? Конечно, она всегда нас быстро находила. В доме было уютно. Старые фотографии на стенах. Сейчас я смотрю на эти фото и вспоминаю детство.
На многих фото наша семья вместе. Все улыбаются. Бабушка часто пела народные песни, когда готовила. Некоторые песни я еще помню. Это часть нашей культуры. Россия очень богата на традиции и семейные праздники. Бабушка всегда отмечала Масленицу. Помнишь блины? Конечно, мы сами лепили вареники всей семьей. Я грущу, что бабушки больше нет рядом с нами. Я тоже, Андрей. Но воспоминания останутся с нами. Бабушка всегда учила нас заботиться друг о друге. Ее советы очень помогли мне во взрослой жизни. Я бы хотела, чтобы мои дети знали про бабушку. Мы можем рассказывать им истории и показывать альбомы. Это важно — помнить свои корни и уважать предков. В России уважают старших. Семья — это главное. Давай завтра сядем с детьми и вспомним бабушку. Договорились. Я принесу старый семейный фотоальбом. Спасибо, Андрей. Мне легче, когда мы вместе. И мне, Катя. Бабушка всегда говорила, семья — поддержка. Давай сегодня побудем здесь. Поговорим о хорошем. Да, я рад, что мы вместе вспоминаем бабушку.